Меня интересовала тамошняя культура, меня интересовала тамошняя литература, музыка, меня интересовала тамошняя мода и образ жизни и так далее. Прошло совсем немного времени с окончания Второй мировой войны, и уже в 1947 году между бывшими союзниками-победителями пробежала черная кошка. Атмосфера недоверия нарастала с каждым днем. Сталин стремился как можно скорее завершить проект по созданию атомной бомбы. В стране нарастала атмосфера секретности и шпиономании. Люди шарахались от всего, что могло быть связано с заграницей. Пообщался с иностранцем, угодил в МГБ. На этом фоне усиливалась дезинформация, призванная ввести в заблуждение противника. Железный занавес с лязгом опустился, на многие годы отрезав нас от всего мира. Атмосфера открытости, которая возникла сразу после Второй мировой войны между Востоком и Западом, она, как известно, свернулась уже к 1947 году, и начался новый такой огромный длинный этап, в котором в силу того, что Восток и Запад друг от друга закрывались, соответственно, нарастало, примерно отчасти, как сегодня мы это видим. Если нет взаимного доверия, то, соответственно, начинают развиваться различные формы секретности, начинают усиливаться инструменты поддержания безопасности, а тем самым инструменты шпионажа, инструменты манипуляций, то весь этот период, примерно с 1947 года и вплоть до начала перестройки, он очевидно совершенно, что он питался такой взаимной, очень сложной борьбой. Если говорить о знаковой системе Советского Союза, то в отношении нее я никогда не испытывал ни малейшей ностальгии. Все признаки, все эти родимые пятна и пятнышки совка я всегда ненавидел. То есть я их ненавидел, когда я жил в советской стране, то есть при том, что я жил в Советском Союзе, но в культурном, в ментальном плане я жил, конечно, в Англии, в Америке. Меня интересовала тамошняя культура, меня интересовала тамошняя литература, музыка, меня интересовала тамошняя мода и образ жизни и так далее. И из того, что производилось, скажем так, в Советском Союзе, я готов был сделать исключение буквально для нескольких вещей, типа романы братьев Стругацких, я их очень любил, такой вот классный такой фикшн, социальный, сатирический. Фильмы Андрея Тарковского, естественно, тоже очень любил, до сих пор обожаю. То есть были вот некоторые такие штуки, которые мне нравятся, но это были исключения, только подтверждающие правила. Все остальное, начиная от пакетов с молоком и кончая комсомольской организацией, я терпеть не мог, точнее терпел, но из последних сил. Эта книга, она мне досталась каким-то замечательным образом. В совершенно глухое брежневское время, сусловское, можно даже сказать, когда информации, в принципе, вообще не было. У нас не было же никакой возможности. Представьте, интернета никакого не было. Это сейчас написал в поисковике, и все, и тебе образ, и картинка, и все что угодно у тебя. А тогда информацию приходилось собирать по крохам, и ее вообще, в принципе, не было никакой возможности получить. Так вот, эта книга, она совершенно легально, совершенно нормально продавалась в магазине «Планета». Такой был магазин иностранной литературы на Литейном. Стоила она каких-то безумных денег по тем временам, но она продавалась. Это очень интересно, что книга
абсолютно буржуазная, абсолютно пропагандирующая, ну, абсолютно буржуазную философию, легально лежала на прилавках магазина. То есть какие-то люди ее купили, да, надо понимать, что занимались закупками тогда системно все в Советском Союзе. То есть был какой-то отдел, были какие-то... Кому пришло в голову купить эту книгу? Ну, это как Библия архитектурная. Это Библия постмодернизма, она была написана Дженксом в 60-м. Это не первое издание, это переиздание 80-го года. Но тем не менее, это очень странно. Как это могло произойти? Во второй половине 60-х, и Якобсон был одним из первых, стали пускать из Сталина на машине интуриста с занавешенными окнами, как в шпионских фильмах, да, в сопровождении переводчика. Переводчик, известно, из какого учреждения. Ну вот, и они проехали через Стартов Керриган. Потом, несколько лет спустя, мой хороший знакомый и, так сказать, заочный учитель Кирилл Федорович Тарановский из Америки, тоже, он родился в Тарту еще до революции и захотел, он был в переписке с моим отцом, хотел пообщаться и посмотреть свои родимые места. Так вот, я на этой же машине интуриста из Сталина мы ехали, там была женщина-переводчица, которая была ужасно лень за этим заниматься. И она в Тарту Тарановского отпустила под мою ответственность. То есть эти самые ГБшники тоже любили сочковать. Ираклий вообще первый раз, когда попал в Питер, я его забрал в Эрмитаж, конечно. Ну, этот период Ван Гог, там, ну, тогда не было выставлено, нельзя было выставлять, или вообще в подсобниках все это лежало, Кандинский, Шагал. Потом выставили. Вообще нельзя было их выставлять. Или голых фигур. Это тоже было. Запрет же было, да, все это. Но я рассказываю, что мы стоим у Ван Гога и обсуждаем, как он это зеленый сделал. Как он этот мазок, да. Мы обсуждаем, да. А тут очень интересный молодой человек. Мы не имеем понятия, откуда он. Просто вник в наш разговор, познакомились там и начали беседовать. И его поймали. Когда мы выходили, его забрали бесформенный. Мы не поняли, что происходит. Подошли, вы, говорит, идите, пожалуйста. Они поняли, что мы грузине. Они думали, что мы из фирмы, а он, видно, ну там на долларах или что-то там питерский был парень. Ну, я не знаю. Они думают, что так подумали. А его забирают, а мы... Ни в коем случае, тогда мы тоже поедем. Ну, конечно, пошли мы в какой-то участок, и там сидит капитан, и, ну, а что, говорит, они нарушили? Это оказались, говорит, грузине, а вот это, говорит, питерский парень там. Где вы, говорит, познакомились? Ну, какая-то там вопрос такой. Мы с Ираклием отвечаем, у Ван Гога, оба вместе. Вот так почему-то у Ван Гога, адрес Ван Гога. Я был 81, ФРГ, это был там, как говорят, побратимый город, или это значит Таллина, это Киль. И таллинская делегация шла в Киль, половина этого была баскетбольная команда, и как-то мне, значит, предложили, не хочешь ехать? Я думал, что, ну, в Германии, я думал, что ГДР, оказывается, ФРГ. Значит. И тогда там в группе был парторг какого-то большого таллинского предприятия текстильного, русская женщина. И она, значит, в городе еще там, я слышал, другая была в банке, работала тоже женщина. Они говорили, значит, что это, ну, это фейк, это, ну, огромный этот дом торговли, значит, что, ну, вроде она пыталась понять, что это, ну, для них сделали, для нас сделали. Но
такие размеры. Тогда, значит, это была эта самая Кильская регата, почему тогда были, значит, и шли на берег, а до этого было в Таллине Олимпийские игры, это была регата, значит. Это было невероятно, это там страховки, там никуда морю вообще тогда было нельзя пройти. И идем туда, значит, яхты, там идем на берег, и она говорит, значит, что никто ничего не проверяет. Тут можно, значит, бомбу, тут можно пушку провести, значит, да. И тогда длинное молчание и говорит, но все равно у нас лучше. И в поезде обратно ехали в купе, и она говорит этой другой, говорит, что фух, теперь хоть можно поговорить. Это значит, что в номере отеля, они жили вместе, эти две женщины, что они боялись говорить, потому что, наверное, микрофон, и это все записывает. Есть такой важный эпизод, который, по всей видимости, начинает вообще всю историю вот этой, так сказать, фейков периода Холодной войны. Это история вокруг атомной бомбы, потому что у Сталина быстро развивалась программа создания атомной бомбы. Американские эксперты в тот период считали, что Советы отстают на 15-20 лет в возможности ее создания. Это определяло всю, возможно, мировую атмосферу. В этой ситуации, когда Сталин понял, что у него бомба будет вот-вот, он размышлял над тем, каким образом дать понять Западу, что баланс уравнивается. И вокруг этого была построена такая целая система, какая-то небольшая система таких ложных сведений о том, уже готова эта бомба, нет ли, или когда будет. И, собственно говоря, весь этот период Сталина-Хрущева, он содержал колоссальное количество эпизодов, где значимая для международной жизни информация строилась таким образом, но это видно хорошо и в мемуарах Киссинджера, например, строилась таким образом, как бы, чтобы дезинформировать ту сторону, которая принимает политические решения с другой стороны. 90% верили, 10 нет. Но не надо делать, понимаешь, из того, что в нашем кругу это не, мы над этим ржали, сидели, да? Это не значит, что все над этим ржали. 90% населения Советского Союза совершенно над этим не ржало. Оно верило этому всему. Поэтому не нужно ничего, так сказать, преувеличивать и преуменьшать тоже. Прямо верил. Конечно. Так же, как верит сейчас. Когда я встречаю своих близких друзей, они начинают мне рассказывать, что вот по Первому каналу рассказали, условно говоря, что Михаил Николаевич Саакашвили кос, и, конечно, так оно и есть. Вот в том-то и дело, что сейчас поверили. Вот что они сделали пропагандисты? Инна, ничего, то же самое. И тогда верили. И тогда верили, что президент Рональд Рейган является ужасным убийцей и ест крестьянских... Верили, но это были члены моей семьи, о чем я рассказываю. И даже я верил, просто я потом повзрослел немножечко, и уже просто так совпало, что я повзрослел в тот момент, когда Советский Союз начал освобождаться, и начала свобода слова, и появились взгляды до и после полуночи, в которых начали говорить правду, в которой не говорили до них никто. Да? И поэтому я перестал верить. Но и то, если бы не появились взгляды до и после полуночи, то я бы и продолжал считать, что вот все, вот Рональд Рейган действительно, так сказать, ест на завтрак крестьянских младенцев. Фейковая информация, она сопровождала все военные конфликты того времени, и войну во Вьетнаме, и все факты советского военного вмешательства или участия. Вот если мы посмотрим, там, история Корейской войны, или потом история участия СССР во Вьетнамской войне, конфликты с Китаем. Информация никогда не была открытой. Она всегда, вплоть до Боинга, который Советы сбили, южнокорейского Боинга, она вся не просто скрывалась, ей создавался такой фейковый фон для того, чтобы невозможно было принять ни четкого политического решения вокруг этих событий для противной стороны, не дать такую ясную оценку. В этом смысле слова, конечно, правильно пишут сейчас, что путинизм в его этот последний период, уже особенно посткрымский, что он, в общем, прямо опирается на
те практики, и те, кто жил тогда, и те, кто был потребителями той информации, они прям явно узнают в сегодняшнем дне вот эти фейковые матрицы периода Холодной войны. Собственно говоря, если мы вспомним, то между двумя Боингами же есть прямая просто параллель в смысле интерпретации события, потому что южнокорейский Боинг, сбитый в то время, сначала говорилось о том, что он был без пассажиров, как бы там, что это был проверочный специальный самолет, запущенный американцами, чтобы проверить систему ПВО, что пассажиров не было, или что они были. Все это абсолютно размывалось. И точно такая же ситуация прямо на наших глазах развернулась с малазийским Боингом через полстолетия, где разбрасывалась сетка сообщений, дезинформирующие и создающие такое фейковое облако вокруг события. С началом перестройки, когда рухнул ненавистный совок, мир стал открытым. Сегодня, 30 лет спустя, невозможно себе представить, что границы закрыты. Недоступные заграничные вещи, которые привозила Парк, номенклатура из Западного Берлина, оказались обычным ширпотребом, которым сегодня заполнены все супермаркеты в России. Трудно себе представить, что глушат «Радио Свободы» и «Голос Америки», а рассказы Севы Новгородцева по BBC о неведомых рок-группах не являются сегодня чем-то вожделенным и запретным. Но как цветы нюнюфары у Брэма Стокера в «Дракуле» являются предвестниками появления вампиров, так и рой фейк-ньюс, появление дезинформации, новые шпионские дела, как призрак империи зла, могут являться предвестником нового сгущения тьмы. Даром наш президент выходец из КГБ. А советская элита, именно интеллектуальная элита, у нее был мир черно-белый. У нее был мир, в котором совок – это тоталитарность, и это вранье, и это отсутствие рынка, и капиталистический мир, который им казался демократией, рынком и так далее. А, к сожалению, сейчас мы видим, что есть нюансы. Нюансы заключаются в том, что у демократических обществ есть свои тараканы. Я не говорю, что они большие, да, они мелкие, но особенно это выгодно для сурковской пропаганды, которая говорит, что вот смотрите, у них тут жемчуг мелкий, а жемчуг мелкий – это почти то же самое, что суп не соленый, и почти то же самое, что тараканы большие. Короче говоря, вот, понимаете, белое у него есть пятнышки, у пятнышек есть… А если у тебя есть пятнышки, то считай, что ты серый, а если ты серый, то считай, что ты черный. В общем, короче говоря, так. То есть образцы, которые культивировал Советский Союз, они не соответствуют нынешним. Сегодня должен быть крутым. Да? Вот у тебя хорошие зубы, ты крутой, плохие нет. В советское время нет. В советское время должен был быть простым советским человеком, поэтому даже нельзя было дать тебе понять, что хорошие зубы существуют в природе. Потому что если бы ты знал, что хорошие зубы существуют в природе, ты бы захотел их иметь. А у тебя не было ни денег, ни возможностей. Так зачем создавать ложные ожидания у тебя, если у тебя нет возможности сделать хорошие зубы? Поэтому тут совершенно разные приоритеты, и они нам совершенно понятны, и это все приоритеты абсолютно бытовые. В принципе, тренд такой есть, что нафиг нам за граница, но это уже по басне Ла Фонтена, а также Крылова «Зелен виноград». Да? То есть мы просто видим, что Запад нас отвергает. И это совершенно очевидно. То есть Россию очень долгое время привечали, очень многое ей прощали. Причем я считаю, что зря прощали. Зря, скажем, в 2008 году взяли и простили Грузию. Если бы не было Грузии, то думаю, что не было бы ни Крыма, ни Донбасса. Точнее, если бы реакция на Грузию была бы адекватной со стороны так называемого цивилизованного мира. Но терпение Запада кончилось просто. В Советском Союзе, да, показывали город Желтого Дьявола, показывали бедных безработных, показывали, что
Там каждый репортаж из Парижа начинался словами «А в Париже сегодня опять дождь», но не это волнует французских рабочих. Но это не был язык войны. При всем при этом. Это был язык идеологической конфронтации. Это был язык капитализма, социализма, да, или коммунизма. Это был язык соревновательности, так скажем. Это не было враждебным языком. То, что Россия стала использовать сейчас, это язык вражды. На народ это действует. Причем, кстати, интересный вопрос, потому что я же все-таки большую часть своей жизни прожил в Советском Союзе. Я прекрасно помню, как люди, скажем, в 70-е, начале 80-х годов особенно, относились к советской вот этой брежневской застойной пропаганде. Ей никто не верил. Относились к ней крайне иронично. Все знали, что телевидение врет. Сейчас происходит то же самое, но почему-то отношение у значительной части народа к этому гораздо более доверчивое. Почему, не знаю. То ли просто эти наши мастера-пропагандисты стали более утонченно и более убедительно работать, то ли потому что народ изменился. Но я просто вижу, что люди готовы верить полной, абсолютной лабуде и полному фейку. Почему они готовы ему верить? У меня на это имеется единственный ответ. Они верят этому, потому что они хотят сами в это верить. Им нравятся эти фальшивые новости. Они им льстят, они, значит, щекочут какие-то их приятные эрогенные зоны. Ну, в первую очередь, это чувство обиды, это чувство закомплексованности. Да. Что русских бьют, что русских обижают, и что мы, соответственно, должны на это дело ответить. Вот. Отсюда там всякие распятые мальчики в Украине и прочее, и прочее. То есть людям вот нравится, вот, что есть вот такая вражина, вот, причем вражина, по которой можно вломить еще, и им от этого кайф. Второе, и как бы очень близко связанное с первым, это то, что, значит, что мы самые сильные, что мы самые добрые, честные, умные и так далее, что просто нас никто не понимает и понимать не хочет, а на самом деле мы лучше всех.